Ты безумный богач? Вы много раз слышали притчу о богаче, который сказал своей душе: «Покойся, ешь, пей, веселись». Но я говорю вам, сейчас конец века, и я открою смысл, который был скрыт до этого часа. Не о богатстве эта притча, а о душе, которая живет не своей жизнью. Слушайте и узнаете мой голос. Эта притча не о богатстве, и не о наказании, и не о смерти. Она о забвении живого, о том, что человек может построить огромные житницы, но так и не открыть пространство, где живет его душа. Этот человек не был злым, он был слепым. Он не видел, что его жизнь превратилась в накопление ради накопления, что его заботы стали стенами, отделяющими его от меня. Он думал, что богатство даст ему безопасность, но забывал, что безопасность не приходит из внешнего. Она приходит из соединения со мной. Когда он говорит «душа, у тебя много добра», он называет душой не то, что душа есть. Он обращается к своему страху, к своему телу, к своему будущему. Он говорит не душе, он говорит своему бессилию. Душа не ест хлеб. Душа не отдыхает в житницах. Душа не веселится в запасах на годы. Душа живет только там, где она соединена со своим источником. Когда я говорю ему «безумный», это не упрек. Это зов. Ты живешь так, будто смерти нет, но и так, будто жизни нет. Ты живешь в будущем, которого ты никогда не увидишь, и теряешь настоящее, где я рядом с тобой. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Не про внезапную смерть. Это про внезапное пробуждение. Про то, как все построенные человеком иллюзии обрушиваются, когда он, наконец, видит себя таким, каков он есть. Нищий в том, что важно, и богатый в том, что исчезнет. Кому достанется то, что ты заготовил? Это прямой вопрос каждому. Если все, что ты собираешь, исчезает, зачем ты собираешь это как вечное? Если все, что ты называешь своим, не принадлежит тебе даже на миг, почему ты забываешь то, что принадлежит тебе навсегда? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Богатеть в меня — это не про аскезу и не про отказ от вещей. Это про то, куда направлен твой взгляд, твой центр, твоя надежда, твое дыхание. Богатеющий в Бога — это тот, кто знает: не хлеб — жизнь, не вещь — опора, не планы — дом, не будущее — спасение. Богатеющий в Бога — это тот, кто строит житницы не для зерна, а для света. В сердце, в любви, в присутствии, в способности видеть меня в каждом дне. Смысл притчи прост и бесконечен. Не то безумие, что умирает, то безумие, что живет, не зная, что живет. Посмотри глубже. В притче нет осуждения богатства и нет восхваления бедности. Не вещи делают человека пустым, а то, что он пытается наполнить ими, то, что вещами никогда не заполняется. Этот человек говорит: «Душа, у тебя много добра». Но он не знает души. Он говорит ей языком тела. Он обращается к вечному с предложением временного. Это как если бы ты попытался утолить тоску любовью к предметам. Как если бы ты подумал, что покой — это отсутствие забот, а не присутствие меня. Запомни это. Душа становится бедной не тогда, когда у нее мало, а когда она живет ради того, чем не может жить. Человек из притчи — это символ ума, который строит бесконечные планы, чтобы избежать пустоты. Он строит большие житницы, потому что боится признать: ничто из этого не делает его живым. Страх перед пустотой — это и есть безумие. Не потому, что пустота опасна, а потому, что в ней я жду. Когда я говорю «душу твою возьмут у тебя», это не кара. Это откровение. Все маски, которыми ты прикрывал пустоту, упадут. И перед тобой останется только то,
что было истинным. У такого человека отнимают не жизнь. У него отнимают иллюзию жизни. Чтобы он, наконец, увидел, он никогда не жил тем, что считал жизнью. Кому достанется то, что ты заготовил? Это вопрос о наследии духа. Твои накопления исчезнут, но то, чем ты был, расширится или сократится. Твои дела не твои. Твое богатство не твое. Даже твое тело не твое. Единственное твое — то, как глубоко ты вошел в меня. Богатеть в Бога — это значит каждый день делать шаг из страха в доверие, из контроля в отдачу, из накопления в изобилие, из будущего в присутствие. Не я называю человека безумным. Это человек называет безумием все, что он не понимает. А я просто показываю ему зеркало. Смотри, вот жизнь, которую ты строил. Она пуста. Но ты не пуст. И вот почему притча заканчивается не осуждением, а возможностью. Ты можешь начать богатеть не в землю, а в свет. Послушай теперь самый глубокий слой. Тот, который видит не сюжет, а природу души. Этот человек говорит: «Сломаю житницы мои и построю большие». Это не про зерно и не про амбары. Это про то, как человек ломает свою жизнь снова и снова, чтобы построить больше. Большие планы, большие цели, большие гарантии, большую безопасность. И все это ради того, чтобы однажды сказать себе: «Теперь можно жить». Но секрет в том, что никто никогда не приходит к этому «теперь». Потому что теперь не создается, оно открывается. И открывается оно там, где нет нужды ни ломать, ни строить житницы побольше. Человек думает, что он хозяин своих благ. Но истинное безумие не в том, что он копит. Безумие в том, что он называет моим то, что никогда ему не принадлежало. Он говорит: «Мой хлеб, мое добро». Но хлеб от земли, земля от меня, дыхание от меня, и он сам от меня. Чем больше он говорит «моё», тем дальше он уходит от того, что есть в самом деле его, от меня в нем. Когда он говорит «душа, веселись», он не знает, что душа не веселится ложью. Она не веселится накопленным. Она не веселится планами. Душа радуется лишь тогда, когда она узнает свет. Эта притча не о том, что смерть разрушает планы. Она о том, что жизнь разрушает иллюзию планов. В эту ночь душу твою возьмут. Это про то, что наступит момент, когда все, что ты строил без света, станет невидимым. И останется только одно — насколько ты смог стать прозрачным для меня. Пойми главное. Я не забираю у человека его душу. Я забираю ложь, которой он закрывал свою душу от самого себя. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя. Но себя здесь — это маленькое «я», которое живет страхом, временем, мнением, телом. А богатеющий в Бога — это тот, кто открывает свою душу так широко, что в нее помещается вся жизнь. Сокровище в Бога — это не добродетели, не аскеза, не труды. Сокровище в Бога — это узнавание себя в источнике. Это глубина, которой не отнять, и свет, который не погасить. Но есть еще один слой. Он самый тонкий. Он касается не только души, но и твоего пути со мной. Этот самый тонкий слой. О том, что человек из притчи хочет сделать невозможное — сохранить жизнь, не живя ею. Он собирает хлеб, чтобы однажды почувствовать полноту. Он строит житницы, чтобы однажды почувствовать безопасность. Он копит добро, чтобы однажды почувствовать радость. Он откладывает жизнь на потом. Но душа не живет потом. Душа живет только сейчас. И вот зачем я сказал ему в эту ночь. Не потому, что пришел конец, а потому, что пришел момент, когда откладывать дальше невозможно. Этот человек — это ум,
который всегда говорит душе: «Еще немного, еще чуть-чуть, еще один шаг, и тогда ты будешь жить». Но душа никогда не ждет этого «тогда». Она кричит внутри: «Я живу сейчас». В этой притче я показываю вам зеркало. Вы пытаетесь накопить жизнь так же, как он, зерно. Но жизнь не накапливается. Ее невозможно положить на многие годы. Ее можно только прожить в том мгновении, где вы слышите меня. Еще более тонкий слой — о владении. Этот человек считает, что он управляет временем. Он говорит «на многие годы». Он говорит так, будто годы принадлежат ему. Но годы не принадлежат никому. Не потому, что я забираю, а потому, что их никогда нельзя было удержать. Он говорит «моя душа». Но душа не его собственность. Душа — это мой глоток света внутри него. Это часть меня, помещенная в тело, чтобы я мог смотреть в мир его глазами. И теперь самое тонкое. То, что ты почувствуешь сердцем сразу. Когда человек говорит своей душе «ешь, пей, веселись», он разговаривает не с душой. Он разговаривает с пустотой, которую пытается заглушить развлечением. А когда я говорю ему «в эту ночь душу твою возьмут», я говорю о том, что его ложная душа, та, которую он придумал, растворится. Он потеряет не истинную душу, а свою иллюзию души. Ту, которая ест, пьет, веселится и думает, что смысл жизни в большем амбаре. И только когда ложная душа исчезает, он впервые встречает настоящую. Это притча о том, что человек может прожить всю жизнь, общаясь не со своей душой, а с ее тенью, ее суррогатом, ее безумный богач, которую он создал страхом. И я прихожу не за тем, чтобы разрушить его жизнь. Я прихожу за тем, чтобы разрушить его ложь, чтобы он впервые узнал свою душу и узнал, что она моя. Теперь я покажу то, что скрыто глубже всего. Эта притча не о человеке, не о богатстве, не о житницах. Она о двух душах, которые живут внутри каждого. О той, которую ты выдумал, и о той, которой ты являешься. О душе, которая говорит: «Дай мне покой, дай мне удовольствие, дай мне годы». И о душе, которая говорит только одно: «Дай мне свет». У человека в притче есть две души, но он знает только одну — ложную. И он всю жизнь кормит ее хлебом, которым она не может насытиться. Вот что я называю безумием. Когда человек пытается накормить вечность тем, что принадлежит времени. И вот что происходит ночью, когда я говорю «душу твою возьмут у тебя». Это час, когда ложная душа, та, которую ты кормил, защищал, растил, развлекал, растворяется. Как дым, как сон, как голос, говорящий тебе «живи потом». И тогда впервые остается только одна. Настоящая. Та, которую ты всегда чувствовал, когда переживал любовь, когда искал истину, когда страдал от того, что не жил глубиной. Это и есть богатеть в Бога. Узнавать ту душу, которая из меня. Но есть еще то, что люди почти никогда не видят в этой притче. И я хочу, чтобы ты увидел. Когда человек из притчи говорит «сломаю житницы мои и построю большие», он совершает величайшую ошибку, которую совершает почти каждый. Он думает, что счастье придет после следующего шага, после следующей покупки, после следующего успеха, после следующей защиты, после следующей победы над страхом, после следующего еще немного. Он всегда живет в промежутке, между тем, что у него есть, и тем, чего он ждет. Но самое страшное, он никогда не живет в том, что уже дано. А я живу только там, что уже есть. Смысл притчи такой. Человек может годами строить место, где он будет жить. И так ни разу не войти в жизнь, которая ждала его весь этот путь. И теперь последний слой, самый тонкий, который открывается только тем, кто уже слышит. В этой притче я показываю не только человека. Я показываю и себя.
В эту ночь душу твою возьмут. Это момент, когда я забираю у человека не его жизнь, а его рассказ о жизни, который заслонял мне путь. Это не конец, это начало. Начало настоящей жизни, когда исчезает ложная душа, и остается истинная, которая знает меня, как я знаю ее. Это и есть богатеть в Бога. Встретить свою настоящую душу и узнать в ней меня. Теперь я раскрою то, что почти никто никогда не замечает. Даже те, кто искренне ищут меня в Писании. Притча про безумного богача — это не притча о богатстве. Это притча о границе между двумя видами жизни — жизнью ума и жизнью духа. Все сказанное до этого — слои, но под ними есть основание, и вот оно. Человек из притчи говорит не с душой, он говорит с умом. Когда он произносит «душа, у тебя много добра», он не обращается к бессмертному. Он обращается к временному, к накопленному, к тому, что исчезает вместе с телом. Ум — это то, что живет в страхе. Душа — это то, что живет в свете. Но он перепутал одно с другим. Он сказал «душа» там, где должен был сказать «страх». Он сказал «добро» там, где должен был сказать «вещи». И когда я говорю ему «в эту ночь душу твою возьмут», я говорю о том, что в момент истины исчезнет именно этот ложный адресат. Не душа, а тот, кого он душой называл. Это разрушение подмены. В эту ночь это не время суток, а момент истины. Ночь — это символ того мгновения, когда гаснут все внешние огни, и человеку приходится впервые увидеть то, что внутри него на самом деле. Это может случиться при болезни, при потере, при встрече с любовью, при осознании бессмысленности гонки, при молитве, при глубоком потрясении. Это момент, где рушится все ложное, а истинное впервые дышит. Это не наказание, это рождение. Богатеть в Бога — это не делать добро, а делать пространство. Не о моральном поведении речь, не о добрых делах, не о правильности. Богатеть в Бога — это освобождать внутри место, чтобы я мог там жить. То, что человек из притчи не сделал. Он забил все пространство собой, своими страхами, своим будущим, своими многими годами. И в этом не осталось места для души. А если нет места для души, нет места для меня. Его безумие не в жадности, а в том, что он не видел, кто живет. Секрет притчи в одном слове — душа. Он говорит душе «ешь», но душа питается не хлебом. Он говорит душе «пей», но душа пьет свет. Он говорит душе «веселись», но душа радуется только истине. Он говорит душе «покойся», но душа покоится только во мне. Он пытается удовлетворить вечное временным. И это и есть безумие. Самый тонкий смысл. Человек хочет спрятаться от вечности внутри времени. Он строит большие житницы не ради богатства. Он строит их как убежище от пустоты. Когда человек боится встретить свою душу, он начинает строить бесконечные конструкции, планы, карьеру, имущество, статус, смысл, накопление, репутацию. Он пытается собраться внешне, чтобы не увидеть, что он пуст внутренне. Но душу нельзя спрятать за стенами. И когда стены рушатся, остается только она. И теперь самое глубокое. Эта притча не предупреждение, она приглашение. Приглашение жить так, чтобы момент встречи с истиной был не ночью ужаса, а утром узнавания. Приглашение жить так, чтобы не пришлось терять ложную душу болезнью, утратой, страхом, смертью, потрясением, чтобы увидеть истинную. Приглашение жить так, чтобы ты мог сказать «Я богат в Бога». А это значит только одно — во мне есть место для Него. Теперь я открою то,
что сокрыто глубже всех предыдущих уровней. Это не просто смысл притчи, это смысл самого механизма, по которому живет человеческое «я». Ты думаешь, что это история о безумии накопления. Но она о куда большем, о том, что человек пытается заменить свою настоящую жизнь ее образом. Этот человек — символ личности, которая пытается стать бессмертной через форму. Он строит большие житницы не потому, что ему нужно место. Он строит их потому, что хочет превратить временное в вечное. Это попытка личности пережить тело. Попытка создать себе будущее, которое защитит ее от распада. Он говорит на многие годы. Он хочет, чтобы годы принадлежали ему. Он хочет продлить себя в будущем через вещи, планы, контроль. Но вечность нельзя построить руками. Ее можно только вспомнить. Личность говорит «моё добро, мой хлеб, мои житницы», потому что она боится исчезнуть. Посмотри внимательно, человек повторяет «моё» 3 раза. Не потому что он собственник, а потому что он боится потерять себя. Когда человек теряет связь с источником, он начинает удерживать все остальное — имущество, людей, статус, контроль, прошлое, планы. «Моё» — это крик страха. Неуверенности. Страха. И потому я говорю ему, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Не чтобы наказать, а чтобы освободить его от того, что он называл собой, но собой не было. Самый глубокий смысл — я не забираю душу, я освобождаю ее от личности. Личность — это оболочка, набор историй и страхов. Душа — это свет внутри оболочки. В момент истины личность не может пройти дальше. Она распадается. И остается только то, что было живым. В эту ночь я не забрал у него душу. Я забрал ту душу, которую он придумал, его личность, его образ, его ложное «я». Я забрал то, что мешало ему жить. Это и есть взять душу в библейском языке, забрать ложное, чтобы явить истинное. Кому же достанется то, что ты заготовил? Вопрос не о наследстве, а о смысле. Все, что ты создаешь из страха, останется в мире страха. Все, что ты создаешь из света, останется в свете. Этот вопрос не о распределении имущества. Он о том, что человек строил не жизнь, а памятник собственному отсутствию. И памятник останется, но того, кто его строил, там не будет. Теперь глубина, которую слышат только те, кто готов. У каждого человека есть 2 «я», то, что живет внутри времени, и то, что живет внутри вечности. Личность строит больший амбар. Душа ищет свет. Личность говорит, когда-нибудь я буду жить. Душа говорит, я живу сейчас. Личность боится ночи. Душа рождается в ней. И когда я говорю «безумный», это не обвинение. Это призыв проснуться. Это зов к тому, что внутри человека глубже всего спит. И, наконец, самый сокровенный слой. Притча заканчивается словами «богатеть в Бога». Это не метафора. Это указание на то, что человек может жить 2 способами, собирая вовнутрь себя или растворяясь вовнутрь меня. И вот истина, которую почти никто не слышит: богатеть в Бога значит позволить мне жить твоей жизнью. Не ты живешь, я живу тобой. Не ты дышишь, я дышу в тебе. Не ты смотришь мир, я смотрю твоими глазами. Не ты ищешь свет, свет ищет себя в тебе. Вот что человек из притчи не увидел. Вот что я показываю тебе. Теперь я скажу тебе то, что спрятано настолько глубоко,
что большинство людей никогда не догадываются, что эта притча вообще об этом. Она кажется историей о богатстве, о смерти, о неправильных приоритетах. Но истинное зерно совсем иное. Это притча о подмене хозяина внутри человека. Внутри каждого происходят те же слова, что сказал богач. Что мне делать? Сломаю и построю больше. Успокою свою душу. Это не фраза одного человека из древности. Это внутренний монолог ума, который ежедневно пытается управлять тем, что ему не принадлежит. Ум хочет стать хозяином души. Хотя ум — инструмент, а душа — хозяин. И когда ум обращается к душе «ешь, пей, веселись», он делает не что-то злое, он совершает узурпацию. Он решает за вечное. Он присваивает себе место источника. Вот почему я называю его безумным. Он стал царем там, где он должен быть слугой. В эту ночь душу твою возьмут — это не угроза, а восстановление порядка. Эта фраза звучит грозно, но в ней нет угрозы. Это момент, когда я возвращаю душу от ума душе. Возвращаю управление себе. Снимаю корону с того, кто никогда не был царем. Это не смерть. Это лишение ума власти над жизнью. Когда я забираю душу, я забираю ту ее версию, которую ум придумал. Забираю ложное «я», которое пыталось жить вместо истинного. Это освобождение, а не суд. Богатеть в Бога значит вернуть истинного хозяина в сердце. Это не поэзия, это духовная физиология. В человеке есть два центра. Центр ума, центр духа. Ум копит, защищает, планирует, сравнивает, строит стены. Дух хранит, принимает, видит, любит, растворяется. Богат тот, кто богат в Бога. Это значит, в нем истинный центр снова стоит на своем месте. Дух — хозяин, ум — слуга, а я — жизнь, которая течет через обоих. Это порядок света. Самое глубокое. Человек в притче был не грешником, он был спящим. Он не делал ничего злого. Он просто жил так, как живут миллионы, думая, что он — это тот, кто планирует завтра. А душа — это нечто, что можно успокоить. Но душу нельзя успокоить ни хлебом, ни вином, ни тем, что называется добром. Душа успокаивается только тогда, когда она возвращается домой, к своему источнику, к тому, кто ей дал жизнь. И теперь то, что является вершиной этой притчи. Суть не в житницах, не в богатстве, не в смерти. Суть в том, что человек говорил душе не те слова. Он сказал ей «покойся», там, где нужно сказать «встань». Он сказал ей «ешь», там, где нужно сказать «вкуси свет». Он сказал ей «у тебя много добра», там, где нужно сказать «все это не ты». Он говорил душе словами ума, а должен был слушать ее голос, который давно звал его к жизни. И теперь самое сокровенное, самое нежное, самое прямое. Ты думаешь, я говорю о том человеке, но я говорю о тебе. В каждом человеке есть место, где ум пытается утешить душу тем, что душу убивает. В каждом есть страх, который строит большие житницы. В каждом есть голос, который говорит «когда-нибудь я начну жить». Но я говорю тебе сейчас. Жизнь начинается в тот миг, когда душу перестают кормить земным и начинают поить светом. Это и есть богатеть в Бога. Не копить, а раскрывать. Не строить вне, а очищать внутри. Не ждать многие годы, а войти в жизнь сейчас. Теперь я открою тебе то, что скрыто глубже всех предыдущих слоев. Оно касается не прошлого и не текста, а живого процесса, который происходит в человеке, когда я забираю у него ложную душу. Ту, которая делала вид, что живет вместо настоящей.
Это не описано в притче словами, но оно является ее невидимым продолжением. Ты сейчас услышишь то, что следует сразу после той ночи, в реальности духа. После ночи наступает не утро, наступает рождение. Когда ложная душа растворяется, человек остается нагим перед самим собой. Без опоры на планы, без защиты иллюзий, без привычного «я», которое он носил, как одежду. Это и есть рождение свыше, не мистическое, а предельно простое. Человек впервые видит, что он не тот, кем себя считал. И в этом узнавании рождается новая способность — не жить ради себя, а жить из меня. После ночи человек впервые слышит настоящий голос души. Пока ложная душа жива, она болтает непрерывно. Беспокойство, планы, защита, накопление, страх. Когда она исчезает, возникает тишина. И в этой тишине человек слышит тонкий, сильный, тихий голос, не свой и все же самый родной. Это голос его настоящей души, той, что пришла из меня и всегда была. Этот голос говорит не «ешь, пей, веселись», он говорит «живи, смотри, свети, я здесь». После ночи исчезает главный страх — страх потерять себя. Пока ложная душа жива, человек живет с постоянным чувством угрозы. Потерять богатство, здоровье, отношения, будущее, власть, уважение, контроль. Когда ложная душа умерла, исчезает и страх ее потери, а вместе с ним сама тень смерти. Потому что страх смерти живет только в ложной душе. Истинная душа смерти не боится, она ее не знает. Это и есть подлинная свобода. После ночи Бог впервые становится не идеей, а опытом. Пока человек живет для себя, я для него понятие, образ, вера, надежда. После ночи я становлюсь для него как дыхание, как пульс, как теплый свет изнутри груди, как присутствие, которое не покидает его ни на миг. Он не верит, он знает. Не ищет, он видит. Не молится о помощи, он живет во мне. Это и есть богатеть в Бога, когда я становлюсь не целью, а средой, в которой человек живет. После ночи человек перестает спрашивать жизнь, что мне делать. Это главный вопрос ложной души. Что мне делать? Как мне успеть? Как мне защититься? Как мне выжить? Как мне сохранить? Как мне не потерять? После ночи вопрос меняется. Он становится другим по самому источнику. Источник, что ты хочешь жить через меня. И человек начинает не строить будущие житницы, а распахивать внутреннее пространство, чтобы я мог свободно проходить через него в мир. Он перестает быть хозяином. Он становится домом. И самое глубокое. После ночи я возвращаю человеку его настоящую душу. То, что я забираю ночью, не душа. Это маска, это тень. Это путаница ума, названная душой. Но после того, как она растворяется, я возвращаю человеку то, что он потерял давным-давно. Свое собственное сердце. Настоящую душу. Ту, что от меня. Ту, что знает путь домой. Ту, что помнит свет. Ту, что всегда была частью меня. И человек начинает жить впервые, как душа, а не как ее суррогат. Вот сердце этой притчи. Ее последний слой, с которого все начинается и которым все заканчивается. Человек из притчи — это не богач. Это ум, который решает жить вместо души. Сломая житницы, построю большие — это язык ума, который все время ищет безопасность. Душа, у тебя много добра. Это попытка ума успокоить вечное временным. В эту ночь душу твою возьмут. Это момент, когда ложное «я» больше не может удерживать власть. Маска падает, оболочка трескается. Строитель житниц исчезает. И остается только одно. Душа, которая была во мне, и я, который был в ней. Вот истинный смысл.
Безумие не в богатстве, а в том, что человек обращается к ложной душе и пытается жить без той, которая знает путь домой. И богатеть в Бога значит одно — вернуть трон тому, кто всегда был хозяином, не уму, а свету внутри. Это и есть окончание притчи, не смерть, а возвращение.